Доброго, хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на канал вы найдете в описании под этим видео. Ну а сегодня на этом канале я подготовила вам опять очень красивый, шикарный узор. Это декоративная сеточка. Наблюдая за вашими просмотрами, я поняла, что такие узоры вам нравятся. И поэтому в очередной раз я эксплуатирую эту же тему. Мы будем надвязывать на сеточке очень красивое соцветие. Вы, наверное, подумаете, что это сверхсложно. Я же скажу, что это просто. Многие не поверят, но те, кто хотят разобраться, садитесь вместе со мной и будем потихоньку разбираться, как сделать такой чудо-узор. Этот узор состоит из 3 арочек в ширину и 6 рядов в высоту. И следующие 6 рядов, они будут повторяться, просто соцветие будет располагаться в шахматном порядке. Образец, который у вас на экране, я связала из пряжи турецкого производства. Это хлопок Лилу. И вот перед вами на экране картинка этого хлопка. И взяла в этот раз я крючок японского производства фирмы Тулип номером 1,1. 1,1 – это размер головки крючка в миллиметрах. Маленький образец, тренировочный, мы сегодня свяжем из этой же пряжи и этим же крючком. Напоминаю вам, что наш раппорт состоит из 3 арочек. Набираем первую петельку и вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем 2 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 2 накидами. Закрыли эту арочку. Следующая 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 накида на крючок. Возвращаемся в соединение между арочками и вяжем столбик с 2 накидами. Закрыли арочку. И третья арочка. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 накида на крючок. Под 2 дужки в соединение между арочками. Провязываем столбик с 2 накидами. Это раппорт нашего узора. Вот так вот вы набираете по 3 арочки столько раппортов, сколько вам потребуется для ширины вашего изделия. Для этого образца я набрала 3 раппорта. 1 раппорт у меня уйдет на разбивку на краевые арочки и на арочку для симметрии. И в итоге повторяющихся будет 2 раппорта. Отсюда мы обвяжем верхнюю дужку в арочку под вот эту вот верхнюю дужку, там, где у нас был столбик с 2 накидами. Он у нас короче нижней дужки. Прямо под цепочку по 6 столбиков без накида. И между арочками заходим под цепочку между арочками и провязываем соединительный столбик. Переходим в следующую арочку, снова вяжем 6 столбиков без накида. И опять
Между арочками заходим под цепочки, делаем соединительный столбик. Снова перешли в следующую арочку и вяжем 6 столбиков без накида. Между арочками соединительный столбик. Итак, мы вяжем до конца ряда. И обвязываем последнюю арочку. 6 столбиков без накида. Одновременно мы уложим этот хвостик. Он у нас упрячется. В конце мы делаем одну воздушную петлю и для разворота в последний столбик без накида вяжем соединительный столбик. Мы с вами просто обвязали краешек. Это не всчитывается в раппорт. А теперь мы начинаем вязать раппорт нашего узора, и он у нас начинает вязаться с изнаночной стороны. Я вам говорила, что один раппорт у нас уйдет на краевые арочки и на арочку для симметрии. Посчитаем вот это вот краевая арочка. Теперь повторение раппорта, арочка для симметрии и краевая арочка. Вяжем первый ряд. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Заходим в первую же арочку, провязываем столбик без накида. И вот здесь у нас начинается наш раппорт. Мы подготавливаем место для нашего соцветия. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем 2 накида на крючок. И попадая в цепочку, не под цепочку, а именно посередине в цепочку, вяжем столбик с 2 накидами и оставляем петельку на крючке. Снова 2 накида на крючок. Из этой же петли вяжем снова столбик с 2 накидами. Снова оставили петлю на крючке. 2 накида на крючок, повторяем из той же петли. Снова столбик с 2 накидами и еще раз точно так же 4 столбик с 2 накидами. Теперь все эти столбики соединяем в одну петлю и соединяем с ведущей петлей. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И заходим в следующую арочку под цепочку, провязываем столбик без накида. И вяжем снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Заходим в следующую арочку, снова вяжем столбик без накида. Получается, мы использовали уже 1, 2, 3 арочки. Это есть раппорт. Теперь вяжем следующий раппорт. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 накида на крючок. В цепочку посерединке, попадая в цепочку, провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок. Снова столбик с 2 накидами. Еще раз столбик с 2 накидами из той же петли. И еще раз столбик с 2 накидами из той же петли. У нас получается 4 столбика с 2 накидами и с одной вершинкой. Закрепляем с ведущей петлей. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
в следующую арочку столбик без накида. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в следующую арочку столбик без накида. И мы снова закончили раппорт. И теперь у нас арочка для симметрии. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 накида на крючок. В этой арочке для симметрии точно так же в цепочку посерединке, попадая крючком, вяжем столбик с 2 накидами. 1, столбик с 2 накидами. 2, столбик с 2 накидами. 3. И 4 столбик с 2 накидами. Все из той же петли. Закрыли эти столбики в одну вершинку и провязали с ведущей петлей. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Заходим в последнюю нашу краевую арочку. Провязываем столбик без накида и заканчиваем ряд. 1, 2, 3 воздушные петли. 2 накида на крючок и из уголка, из угловой петельки провязываем столбик с 2 накидами. И мы с вами связали первый ряд. У нас получится 3 цветка, 3 раппорта, 3 цветка, но мы их так распределили, чтобы у нас была и симметрия, и отступили немножко от края. Ну а теперь мы переходим к вязанию второго и основного ряда. Вяжем здесь воздушную петлю, разворачиваемся и вяжем второй ряд. Он у нас получится лицевым. Под первую вот эту вот арочку, это половинка арочки, вяжем 4 столбика без накида. Провязали. Теперь, заходя в арочку на ряд ниже, получится между вот этими вот арочками, мы провязываем соединительный столбик. И переходим в следующую арочку, вяжем 7 столбиков без накида. Связали. Теперь переходим к вывязыванию нашего цветка. У нас здесь есть 4 столбика с 2 накидами. Мы заходим под дальний, последний столбик. И под него вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь, разворачиваясь, мы снова вводим крючок под самый дальний столбик с 2 накидами и под него вяжем снова 11 столбиков без накида. Связали. Теперь у нас внутри еще 2 столбика. Мы снова крючком заходим под дальний от крючка и под него вяжем 9 столбиков без накида.
Связали, и у нас остается последний внутри столбик с 2 накидами. Мы под этот последний столбик вяжем 7 столбиков без накида. Связали. Давайте посмотрим, что у нас получается. Получается вот такая вот двойная спираль. Теперь мы захватываем на вот этой вот внутренней дужке какие-то 2 дужки на 2/3. Если вот эту вот всю дужку разделить, то это будет 2/3 ее. И делаем соединительный столбик. Разворачиваем вязание. И в каждый столбик без накида первый мы пропускаем. Начиная со второго, мы вяжем сначала 14 столбиков без накида. Теперь все так же по спирали возвращаясь, мы вяжем 9 столбиков, 9 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальше, продолжая точно так же возвращаться по спирали, мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше мы вяжем 5 столбиков с 2 накидами. И последних мы вяжем 3 столбика с 3 накидами. Теперь отсюда мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в петельку, откуда мы поднимались, подхватываем 2 дужки, делаем соединительный столбик и под последний вот этот вот столбик с 3 накидами
мы вяжем 13 столбиков без накида. Связали. Теперь мы крючком входим на месте вот этого вот соединения за ребро, вводим крючок и делаем соединительный столбик. Отсюда мы вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот наше вязание по его направлению. У нас уже есть половина нашего цветка. И вот эту вот петлю мы присоединяем к нашей арочке. Половину арочки, это будет 4-я петля. Делаем протяжной вот такой вот столбик. Отсюда вяжем 3 столбика без накида, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся, замыкаем пико. И под вот эту вот цепочку мы вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь на изнаночной стороне мы подхватываем вот так вот 2 дужки и делаем соединительный столбик. Отсюда вяжем снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Оставили петельку. На последнем вот этом вот лепестке, точно так же посередине этого лепестка, мы присоединяем нашу цепочку. И теперь под цепочку вяжем 3 столбика без накида, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, замыкаем пико. Теперь у нас под эту цепочку должно связаться 11 столбиков без накида. Мы вяжем сначала 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Оставляем эту петельку, присоединяем ее на одну петельку обратно. И под это колечко вяжем 10 столбиков без накида. Обвязали колечко, заходим в последний 6-й столбик без накида и делаем соединительный столбик и продолжаем обвязывать цепочку. Мы считаем 7, 8, 9, 10 и 11. И теперь нам нужно точно так же
присоединить нашу последнюю петлю. Вот у нас вот эти вот две дужки, их видно. Делаем соединительный столбик. Мы связали сам цветок, а теперь продолжаем обвязывать арочки. Вот наша следующая арочка за цветком. Мы заходим крючком под нее и вяжем 7 столбиков без накида. Между арочками делаем соединительный столбик, снова 7 столбиков без накида. Между арочками соединительный столбик и переходим на следующий раппорт. Мы вяжем снова 7 столбиков без накида. И в этом месте мы опять начнем вывязывать наши соцветия. Я оставлю петельку и хочу вам показать, что у нас, собственно, получается. Вот, если мы это все поправим, то у нас получается вот такой вот интересный цветочек. И в этом месте у нас снова будет вывязываться наше соцветие. Давайте свяжем еще раз его вместе. Под дальнюю дужку, под дальний столбик с двумя накидами вяжем 11 столбиков без накида. Теперь снова под дальнюю дужку вяжем 11 столбиков без накида. Внутри у нас еще 2 столбика, под дальний столбик, заходя крючком, вяжем 9 столбиков без накида. И у нас в серединке остался последний столбик без накида. Под него мы вяжем 7 столбиков без накида. Теперь мы эту спиральку кольцуем, захватывая 2 дужки. Делаем соединительный столбик и возвращаемся обратно. Вяжем по этой же спирали, но в обратную сторону. Сначала 14 столбиков без накида. Связали. Теперь мы вяжем 9 полустолбиков с накидом. Теперь у нас вяжется 5 столбиков с накидом.
Дальше вяжем 5 столбиков с двумя накидами. И последних мы вяжем 3 столбика с 3 накидами. Связали, вернулись по спиральке. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в петельку, захватывая 2 дужки, замыкаем пико. И под последнюю цепочку вяжем 13 столбиков без накида. Связали. Теперь эту петлю мы крепим с изнаночной стороны за вот это вот ребро соединительным столбиком. И отсюда вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Оставили петельку. Возвращаемся к нашим основным вот этим вот цепочкам, которые мы обвязывали. Это арочка. Посередине в 4-ю петлю протягиваем оставленную петельку. И вяжем под арочку 3 столбика без накида, 4 воздушные петли. Замкнули пико и под оставшуюся арочку вяжем еще 11 столбиков без накида. Теперь с изнаночной стороны эту петельку мы тоже крепим, захватывая 2 перемычки, 2 дужки. Делаем соединительный столбик и снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Оставляем петельку на нашем лепестке посередине. Крепим эту петельку и под арочкой у нас должно быть сначала 3 столбика без накида, 4 воздушные петли, замыкаем пико, дальше нам нужно связать еще 11 столбиков без накида. Сначала мы вяжем 6. Теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Эту петлю крепим на 1 столбик обратно. И в эту маленькую арочку мы должны уложить 10 столбиков без накида. Уложили. Теперь крючком возвращаемся в 6-й столбик без накида на цепочке. Делаем соединительный столбик и довязываем под нашу цепочку столбики без накида.
7, 8, 9, 10 и 11. Петлю крепим. Вот у нас есть 2 перемычки с соединительным столбиком. Соцветие мы уже связали. И теперь вот наша арочка, которая у нас за цветком. Мы заходим под цепочку, вяжем 7 столбиков без накида. Между арочками делаем соединительный столбик. И опять вяжется 7 столбиков без накида. И здесь у нас соединительный столбик. Мы закончили второй раппорт. И теперь у нас вот здесь вот соцветие для симметрии. Мы вяжем 7 столбиков без накида. И снова наших 4 столбика с 2 накидами, на которых мы и сделаем, раскрутим наш цветок. И думаю, что вы уже сможете сделать это самостоятельно. А я побыстрее довяжу. И тогда мы будем с вами вязать уже обычные арочки. Но в процессе вязания всех остальных рядов этих обычных арочек, вот это наше соцветие мы будем крепить. Довязываем это соцветие. Ну вот мы связали уже последнее соцветие, обвязали арочку под ним, 7 столбиков без накида. И у нас остается угловая половинка арочки. Мы вяжем 4 столбика без накида. И мы с вами завершили второй ряд. Он у нас самый сложный. Давайте поправим наши соцветия, посмотрим, что у нас получается. Получается у нас вот такая вот красота. И дальше у нас будет еще 4 ряда простых арочек. Но этими простыми арочками мы все это соцветие будем прикреплять к нашему полотну. Вот финиш нашего ряда. Отсюда вяжем воздушную петельку, разворачиваемся и провязываем в первый столбик без накида предыдущего ряда столбик без накида как разворотный. И вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот наша следующая арочка. Посерединке мы входим крючком и одновременно вот наш вот этот вот веер обвязанный кант и отступаем 1 столбик с 3 накидами и второй столбик с 3 накидами и под ребро вот здесь вот мы протягиваем петлю, протягиваем в нашу основную арочку и провязываем столбик без накида. Это было первое скрепление. Дальше снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И следующая наша арочка, вот она. Мы заходим, как раз у нас вот здесь половинка, входим крючком и укладывается наша ракушка. Мы цепляем ближнюю дужку, половинку, только лишь не входим полностью, а только лишь под ближнюю дужку. Протягиваем петельку и провязываем столбик без накида.
Теперь вяжется арочка из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Посередине арочки провязываем столбик без накида и снова переходим к соцветию. Вот, если мы его сложим на изнаночную сторону, вот так это будет выглядеть. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Посередине нашей следующей арочки входим крючком. Дальше за вторым столбиком с 3 накидами мы входим крючком под ребро, протягиваем петельку, вытягиваем ее на нашей арочке и провязываем столбик без накида. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот наша следующая арочка. Мы входим как раз в соединение и нашу ракушку цепляем за половинку цепочки, провязываем столбик без накида. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Здесь у нас арочка между соцветиями. Посередине провязываем столбик без накида. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот у нас третье соцветие. На арочке заходим в серединку крючком. Теперь вот этот веер. За вторым столбиком с 3 накидами под ребро вводим крючок и, присоединяя, провязываем столбик без накида. И снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая наша арочка. Вот мы входим как раз в уголок и подтягиваем ракушку, цепляем одну дужку, провязываем столбик без накида. И заканчиваем ряд, вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И заходим в первый столбик без накида предыдущего ряда. Провязываем столбик без накида. Мы с вами связали второй ряд и сделали 2 прикрепления. Одно прикрепление у нас было вот здесь вот на ракушке, и второе прикрепление на арочке и цепляя ракушку с этой стороны. Вяжем 4 ряд. Отсюда вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание. Первую же арочку провязываем столбик без накида. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Теперь наши цепочки у нас за соцветием. Вот арочка следующая. Провязываем столбик без накида. И снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. Мы провязываем столбик без накида. Оставляем эту петельку. И на вот этой вот дужке мы выбираем 1, 2, 3, 4 и в 5-ю петлю мы протягиваем
оставленную петельку. И вяжем снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Следующая арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И следующая арочка со цветком. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. Столбик без накида. Оставили эту петлю. И отсчитываем 1, 2, 3, 4 в пятую петлю. Захватывая пятую петлю, мы протягиваем нашу оставленную петлю. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Столбик без накида в следующую арочку. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот у нас столбик без накида в следующей арочке. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. Вяжем столбик без накида. Оставляем эту петлю. В пятую петлю мы протягиваем оставленную петельку. И у нас остается уголочек. Закончить ряд. Вяжем здесь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида на крючок. И провязываем столбик с 2 накидами. У нас последняя полуарочка. Вот мы с вами связали уже 4 ряда. Вот у нас уже вырисовывается наш рисунок. Вяжем 5 ряд. Отсюда вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание. Подхватываем. Вот наша арочка. Провязываем столбик без накида. И снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Следующая арочка. Подхватываем ее и входим. Подхватываем тоже ближнюю дужку. Провязываем столбик без накида. И мы снова сделали зацеп. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. Вяжем столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Входим в арочку крючком. И вот здесь вот в этом изгибе цепляем одну дужку. Провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. И в изгибе цепляем одну дужку. Провязываем столбик без накида. И здесь у нас вяжется полная арочка, так как предыдущая была половинка. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И прямо
под эту половинку, под арочку вяжем столбик без накида. Есть у нас уже 5-й ряд. И вяжем 6-й и последний ряд. Он вяжется у нас уже просто. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель под арочку столбик без накида. И уже можно нигде не цеплять, просто провязать ряд из арочек по 6 воздушных петель, делая под каждую арочку под цепочку столбик без накида. Заканчиваем ряд. Здесь у нас еще полная арочка. И в конце идет опять половинка. 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида на крючок. И из вот этой вот петельки, подхватывая 2 тушки, вяжем столбик с 2 накидами. Мы связали с вами полный раппорт в высоту. Сейчас я поправлю руками. Вот так это выглядит. Тот образец, который я вам показала в начале ролика, рассчитан на вот такой вот раппорт на 6 рядов в высоту. Можно сделать на 8. Тогда эти цветочки будут иметь между собой больше расстояния. Вы просто добавляете еще 2 ряда сеточки. Если есть желание, пробуйте, смотрите, как у вас будет получаться. Ну а теперь я только лишь вам покажу переход на вторую половину раппорта или же на следующий раппорт, только в шахматном порядке. Мы закончили, у нас здесь половинка арочки, значит здесь мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание. В следующей арочке вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в следующей арочке вяжем столбик без накида. Это уже первый ряд следующего раппорта. И теперь в шахматном порядке первый ряд у нас идет по изнаночной стороне. Вот здесь, на вот этой цепочке, мы будем подготавливать наше место под соцветие. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, 2 накида на крючок, посередине в цепочку попадая, вяжем столбик с 2 накидами. 1, опять 2 накида на крючок, столбик с 2 накидами. 2, 1, 2, столбик с 2 накидами. 3 и столбик с 2 накидами. 4. Замыкаем в одну вершинку и замыкаем следующей петлей. Вяжем опять 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И под следующей арочкой столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Под следующей арочкой столбик без накида. И вот у нас еще одна арочка, где сейчас мы подготовим место под соцветие. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 накида на крючок. Посередине в цепочку попадая, вяжем 4 столбика с 2 накидами с одной вершинкой. И заканчиваем этот ряд. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и
6. Следующая арочка, столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, столбик без накида. Здесь у нас была половинка, значит последняя арочка у нас полная. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязываем столбик без накида. Это был первый ряд. Ну и теперь второй ряд. У нас получится только лишь 2 соцветия. Здесь будет сеточка. Мы вяжем по 7 столбиков без накида под арочки. Между ними делаем соединительный столбик. Снова 7 столбиков без накида. Между ними соединительный столбик и выходим на соцветие. Вяжем 7 столбиков без накида. И снова, так как я вам уже показывала, мы в этом месте вяжем точно такой же вот цветок. Получается он в шахматном порядке. Потом переходим, и у нас будет следующий цветок вот в этом месте. Вроде бы все несложно. Для этого, конечно, нужно было предварительно поработать, но когда появилось какое-то очертание, то оказалось, что это все очень просто. Я думаю, что уже продолжать вязать вместе бессмысленно. Здесь главное было связать цветок и посмотреть его места прикрепления. Вот наши крепежи. Цветочек у нас потом от полотна отваливаться не будет. Давайте посмотрим еще раз большой образец. Вот такая у нас получается красота. Всегда в руках покрутить гораздо интереснее, чем плавающие фото. Это его лицевая сторона. Это понятно. Ну и давайте посмотрим его изнаночку. Вот так вот изнаночка аккуратно, красиво выглядит. Я сегодня специально в этом видео не сказала, что можно связать таким узором. Считаю, что в этом узоре полет фантазии может быть очень глубоким. И жду ваши комментарии, жду ваши пальчики вверх и жду ваши предложения, а что бы вы связали таким узором. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.